Событие, которое на первый взгляд может показаться сугубо техническим и даже символическим, на деле отражает куда более глубокие процессы, происходящие сегодня в Закавказье. Речь идет о начале экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению, первой в истории независимых государств поставки топлива из Азербайджана в Армению на коммерческой основе. 22 вагона бензина АИ-95 производства «Сокар», отправленные 18 декабря и прошедшие транзитом через территорию Грузии по железной дороге, стали не просто товарной партией, а маркером трансформации всей региональной архитектуры. Ключевым здесь является не объем поставки и даже не сам факт торговли, а политический и логистический контекст, в котором она стала возможной. Поставка стала результатом договоренностей, достигнутых 28 ноября в Габале на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Это означает, что речь идет не о спонтанной инициативе отдельных бизнес-структур, а о выверенном политическом решении, встроенном в более широкую мирную повестку. Примечательно и то, что транзит был осуществлен через Грузию, что автоматически превращает эту операцию в трехсторонний региональный проект, пусть и оформленный как разовый. Показательной стала и реакция армянского руководства. Премьер-министр Никол Пашинян публично приветствовал поставки, подчеркнув, что торговля ведется между частными компаниями, но именно установившийся мир между Арменией и Азербайджаном создал политические условия для подобных сделок. Эта формулировка важна. Ереван сознательно фиксирует, что экономическая интеграция становится прямым следствием политической стабилизации, а не внешнего давления или навязанных форматов посредничества. Более того, Пашинян увязывает происходящее с расширением возможностей и в рамках ЕАЭС, фактически демонстрируя, что новые региональные связи не обязательно направлены против кого-то, но при этом больше не зависят от единственного внешнего центра. На этом фоне особенно показательно, как меняется роль России. Москва формально заявляет о готовности консультироваться с Ереваном по параметрам инициативы ТРИП и возможному российскому участию, подчеркивает наличие российской железнодорожной колеи, зону ответственности пограничников и членство Армении в ЕАЭС. Однако все эти аргументы все чаще звучат не как инструменты реального влияния, а как напоминание о прошлом статусе, который уже не гарантирует автоматического участия в новых проектах. Сам Пашинян прямо заявляет, что ТРИП – это двусторонний проект Армения-США, а участие третьих стран возможно лишь в двустороннем формате, то есть без каких-либо наднациональных или традиционных механизмов. Это еще один штрих к картине формирования Закавказья как пространства, где юридические, экономические и политические вопросы обсуждаются прежде всего между самими региональными игроками. Роль Грузии в этой конструкции заслуживает отдельного внимания. История с тарифным конфликтом вокруг транзита азербайджанского топлива в Армению показала, насколько чувствительным стал вопрос логистики. Обвинения в завышенных тарифах, ответные заявления грузинских властей и в конечном итоге решение осуществить разовый транзит бесплатно демонстрируют, что Тбилиси балансирует между собственными интересами, давлением извне и желанием сохранить статус ключевого транзитного узла. При этом заявление премьер-министра Ираклия Кубахидзе о том, что интересы и Азербайджана, и Армении для Грузии приемлемы, подчеркивают стремление позиционировать себя не как инструмент чьей-то политики, а как равноправного участника региональной связки. Даже критика и публичные непонятки между Баку и Тбилиси в итоге не разрушили общий вектор. Напротив, они продемонстрировали, что Закавказье вступает в фазу, где споры выносятся в публичную плоскость и решаются через переговоры, а не через внешних арбитров. Симптоматично, что часть грузинских аналитиков прямо указывает на возможное давление со стороны Москвы, но при этом признает, что окончательное решение все больше зависит от национальных интересов самой Грузии. На этом фоне заявление российских дипломатов о том, что логистика в регионе якобы нерентабельна без участия России и Ирана, выглядят скорее оборонительной реакцией, чем отражением реальных экономических расчетов. Практика показывает обратное. Пусть проекты и реализуются постепенно, пусть они сталкиваются с тарифными, инфраструктурными и политическими сложностями, но они все же запускаются. И запускаются
без ключевой роли Москвы и Тегерана. Иран при этом оказывается в еще более сложной позиции. Его традиционная роль транзитного и энергетического хаба ограничивается как санкционным фактором, так и усилением альтернативных маршрутов через Южный Кавказ и Турцию. Строительные работы в Нахичеване, подготовка инфраструктуры на азербайджанской стороне, проектная готовность железнодорожной сети и планы по восстановлению армянского участка маршрута дополняют эту картину. ТРИП, задумывавшийся как один из элементов коридора Север-Юг, постепенно превращается в самостоятельный региональный проект с американским участием, но при опоре на местные государства. Регистрация совместной армяно-американской компании, планы по развитию не только железных и автомобильных дорог, но и трубопроводов и оптоволоконных линий указывают на комплексный подход к интеграции региона. В совокупности все эти процессы формируют качественно новую реальность. Закавказье перестает быть набором разрозненных конфликтных зон и транзитных территорий, обслуживающих интересы внешних центров силы. Оно постепенно складывается в единое, взаимосвязанное пространство, где Армения, Азербайджан и Грузия, при всех сохраняющихся противоречиях, начинают выстраивать горизонтальные связи, основанные на прагматике, экономике и взаимной выгоде. В этой конфигурации Россия и Иран не исчезают полностью, но оказываются вытесненными на периферию политического процесса, теряя возможность определять повестку единолично. Именно в этом заключается главный смысл происходящего. Экспорт азербайджанского топлива в Армению – это не про бензин и не про вагоны. Это про то, что регион учится жить и договариваться сам, формируя собственную субъектность. И чем больше таких технических шагов будет предпринято, тем очевиднее станет, что Закавказье выходит из тени старых геополитических конструкций и начинает играть по своим правилам. В итоге мы наблюдаем не отдельный эпизод и не разовую сделку, а начало долгого и во многом необратимого процесса. Южный Кавказ все увереннее переходит от логики внешнего управления к логике собственной ответственности и прагматичного взаимодействия. Экономика здесь перестает быть заложницей старых конфликтов, а политические решения все чаще принимаются исходя из реальных интересов самих государств региона, а не из ожиданий или страхов перед внешними центрами силы. Это сложный, противоречивый и далеко не линейный путь, но он уже запущен, и остановить его становится все труднее. Именно поэтому подобные, на первый взгляд, технические шаги заслуживают особого внимания. Они формируют новую реальность, в которой Закавказье постепенно обретает собственный голос, собственную логику и собственные правила игры. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.